Мы пришли на матч ЛКС. Я не люблю футбол. Мне все не нравится. Ну, еще одно включение 18+. Так переводила. Это еще мы мало закупились. Ты влюбился в Гаспач? Нет. Смешно? Сёсь, Да. так посмейся. Привет, ребята. Мы пришли на матч ЛКС. На футбол. Да, поменяли ваучер вот здесь в кассе. Там так и написано ваучер в этой кассе. Ну, то есть мы недолго искали. Вот в этой кассе. Людей. Дать номер песен. Да. Не надо было ни довод особистый, ничего такого. Просто песель продиктовать. Ну, и чтобы вы понимали, сколько людей сюда идет. Это трэш. Нам Е1. Ой, как сюда протиснуться? Я не люблю футбол. Спасибо за то, что уже 5 раз. Мы протиснулись. По моему лицу видно, что я несчастна. От начала до конца, ребят, мне все не нравится. Да это... Получается, мы сидим возле фанатского сектора. Так как они тут болеют, вот это они заводят всех, а это дают им. И вот так вот все прыгают. Но они супер болеют. Вот тут можно покупать всякие штуки фанатские, типа рынок. Сегодня в Оси покажу, чем нас кормят. Арбуз нам дали, кашу, курицу и суп, и чай еще. Так тут выглядит. По-быстрому сниму. Очень много детей, столов. Ну, еще одно включение 18+. Мы уже показывали, что купили такой набор бармена, шейкер. Но не только коктейлями я увлекаюсь. Еще немножко начал проникать в мир виски. Начал с простых блендов. Кто в курсе, тот знает. То есть я взял один шотландский, один ирландский, один бурбон. Для так понимания вообще начального. Ну и пришла пора пробовать что-то покруче. Я, конечно, вообще в этом не понимаю, круче, не круче. У меня стаканчики впечатлили капец. Стаканчики для дегустации. Я как раз все равно хотел Стаканчики очень такие. прикольные. Ну и плюс это этикетка красивая. single malt, очень известный, классный. На хорошие скидки. Это типа отзывы или были на скидки. хорошие на это? Ты о нем вообще слышал что-нибудь? Ну, недавно узнал. Мгм. Ну, И посмотрел. типа хвалили его? Посмотрел и обзор. Угу. И всё такое. А я знаю, почему ты любишь виски, потому что он в цвет чупика. Ну, выглядит роскошно. Ну покажи. Просто сама по себе Ой-ей-ку. одна бутылка даже без всего в обычных магазинах стоит 180-200 злотых. Супер, реально такая красивая бутылка. Такая широкая крышка. А здесь А ты уверен, что тебе нравится виски? Просто, ребята, у нас как бы уже большой шкафчик занят. таких же не надо Всех забивать. алкоголями. Ну, понятно, что ты это не пьешь вот так, ты по чуть-чуть. Чтобы Просто быть, некуда ставить. иметь возможность сравнивать потом с другими, Мгм. надо оставлять. Нам надо как-то отдельную тумбочку для тебя Это завести. факт. Отдельно еще попросить, чтобы притащили одну тумбочку. Чтобы наш властитель прикрепил еще я одну думал, тумбочку они для нас. имеют еще такую пимпочку снизу. Покажи. Ну, это не совсем классические дегустационные бокалы. Но А так сколько стоит? 149 с бокалами. Хотя сами бокалы Это ж стоят такие очень дорого. тяжеленные, капец. Ну, Очень да, тяжелые. Они обычно меньше. И на А я такой- думала, для виски такая широкая, или это Это для... для коньяка, Ага. наверное. Если Но она очень ты про то тяжелая. думаешь. А, наверное, да. Ну, в принципе, здесь такое утолщение, что Мгм. типа особо не греть рукой. Блин, прикольно. Ну так-то красиво. Ну так-то с него колу не попьешь, поэтому это тоже... Просто их два, я сразу такая думаю, что можно выпить из этого? 149 за весь набор, Мгм. ну это роскошно. Почти, Такой вот предпоследняя коробка коробки. была. Угу. В Кафланде ты купил.
Короче, кому это все интересно, нужно следить за скидками. Ну да, либо газетки, Да. либо я нашел еще сайт Pepper.pl, там тоже выкидывают всякие разные промоции на все что угодно. И продукты, и там электроника, и путешествия, ну все, что можно придумать. Сегодня была у ортодонта и поставила новые резинки, как обычно, желтые. И мне еще прилепили вот такую вот резинку, видно? И смотрите, какая дырка образовалась между тройкой, вот клыком и двойкой. Видно, да? Где-то миллиметр. Да. Где-то миллиметр, трэш. И эти ощущения, они настолько болезненные. Я обычно, когда иду на подкручивание, то к вечеру уже ничего не болит. А сегодня она мне, во-первых, поставила вот эту дугу, она более толстая. И зацепила вот эту резинку, и все так тянет в ту сторону. И получается видно, то есть я поставила где-то в 12 новую, ну вот эти вот брекеты, ну не брекеты, а дугу и резинку. А сейчас иду после работы и просто понимаю, когда смотрю в зеркало, смотрю вот эту дырень, просто не за месяц, не за день, вот так вот зуб подвинулся, а просто за там несколько часов, за полдня, представляете? Значит, я в шоке, я вообще просто этого не ожидала. Обычно я как бы не сильно наблюдаю, как двигаются зубы. Ну, то есть, какое они положение, так как бы привыкаешь и не видно. А тут я просто ощутила это. Языком чувствую какую-то дырку. Думаю, что, блин, реально. Что я могу вообще сказать по поводу брекетов? Так как я еще, ну, как бы в начале этого ортодонтического лечения, я бы, конечно, советовала, у кого есть возможность, потому что, ну, насколько я знаю, в Лодзи пока что это стоит не очень дорого. Ну, самое важное найти хорошего ортодонта, потому что есть ортодонты, которые... Ну, читайте отзывы. Потому что есть ортодонты, которые могут лечить 3 года, и в итоге у вас не будет такого результата. Блин, может, и у вас не будет такого результата, как вы планируете, как вы планировали, в принципе. Короче, ну да, это нужно прямо поработать над тем, чтобы найти хорошего ортодонта. Их вообще не так много, ортодонтов, а еще чтобы супер хорошего найти, но у меня вроде как хороший. Но я еще ничего не могу сказать, как бы стопроцентную похвалу своему ортодонту, потому что я еще только в начале ортодонтического своего лечения, поэтому вот так. Сегодня была еще в Ритуалсе. Так мне понравился этот мист для волос и тела, такой красный, я уже показывала, что купила уже еще. Там было, получается, полноразмерка вот этой красного миста. Фу, мошки везде, жесть. Но полноразмерка стоит дороже, чем... Короче, выгоднее купить два пробника. Ну, не пробника, вот это вот маленькие travel-версии, чем одну полноразмерку. Я кое-что еще купила, потом покажу. Ну, по поводу зубов, конечно. Вообще, я люблю разные резинки выбирать. Ну, что нет, это, знаете, так веселенько, под настроение, я не знаю, под погоду. Дошла домой, хочу показать, что купила в Rituals. Ну, в Rituals я немного купила, я уже говорила. Я подсела на вот эту водичку, вот этот мист. Мне очень нравится. Я рассказывала, что хотела купить полноразмерку, но выгоднее 2 вот таких вот маленьких. Кстати, они очень быстро заканчиваются, очень быстро. И мне в подарок дали какую-то маску для рук. Потом я была в Экшене и купила свои любимые салфетки. Они очень дешевые, но классные, мне нравятся. Тут вот удобная вот эта вот застежка. Потом я была в Sephora и увидела, что там на скидке вот такой классный серум. Серум от Sephora. Очень классный, отзывы на нем хорошие. У меня как раз заканчивается мой от The Body Shop, вот поэтому мне вот такой еще взяла попробовать. И мне в подарок в Sephora, я, кстати, завела карту, ну, потому что планирую еще что-нибудь купить в Sephora. И вот написано, тут очень классно, очень удобно, тут написано
если покупаешь минимум за 50 злотых там что-то, то тебе дают какие-то маленькие подарочки. И там дальше, если делаешь 650 пунктов или 4 транзакции проводишь, то дают 10% скидки. Классно, нет? Вот, и у меня было больше, чем 50 злотых, и мне дали вот такой вот подарочек. Вообще классный подарок, это классно. И тут маски, 3 вот таких черных маски, такие патчи для носа черных точек. Буду пользоваться обязательно вообще. Вот такие у меня покупки. Так, переходим. Уже сегодня буду все испробовать на себе. Но вот это мне очень нравится. Я просто на них подсела. На эти мисты. У них такой классный... такой сладенько, не знаю, цветочно. Но не такой, знаете, приторно-сладкий, а прям такой, не знаю, идеальный сладкий. Такой дорогой. Не такой, ну, вообще классно. Ну, дорогой-то я уж, конечно, придумала. Ну, для себя придумала, что дорогой запах — это вот он. Вот я для себя отмечаю, что он очень классный. Кто не пробовал, я, конечно, советую попробовать. Ну, просто зайти хотя бы в Rituals понюхать. Но этот, не знаю, из всех, что я нюхала, мне вот красный больше всего нравится. Я купила. А, кстати, у меня там была скидочная карта, и она ничего не дала. Ничего. Может, она типа... Ну, знаете, вот как в Сефоре. Получается, если ты покупаешь там за 50 злотых, там тебе какая-то скидка, либо это накопительно, либо еще что-то. Ну, в Сефоре хоть что-то, блин, действует. А в Rituals ничего не было. Нафига я туда эту карту заводила? Вообще бред. Может, я что-то не поняла? Но она мне ничего не дала. Даже 3 злотых не скинула. Хотя бы подарок дали. Вот такие дела. Вчера был праздник всех детей. То бишь, день защиты детей. И мы воспользовались этим. Как никогда, да? Ну да. Вчера была активно. акция во всех магазинах 1+1 мороженое. Ой, ребятки, вы сейчас увидите. Мы закупились, да? Ну да. И это все. Это еще мы мало закупились. Ну да, ну все, что возможно было, конечно, мы купили. Вот это мороженое Марлетта. Вот это Марлетта, оно продается в Бедронке. Это мой фаворит. Жалко, что не было еще от Марлетта вот таких классных рожков. Но, к сожалению, разобрали, не успели купить, Сашка. А в нашей ближайшей Бедронке вообще только другие виды. Вот этих не было. Угу. Зато были вот такие, вот Да. такие. Это Ну, вообще и давно вот уже такие. лежит, где-то недельку. Вот Марлетта для меня сейчас намного вкуснее, чем джелателли. Джелателли не такой вкусный рожок. Он не такой какой-то хрустящий. А ты как думаешь? Ну, мороженое там вкусное, Ну, а вот сам примерно рожок. одинаково, наверное. Ну, Да. я не помню. Ну, вот рожок Будем мягче. сравнивать. Короче, то, что мы пробовали вот последний раз, в джелателе мягче рожок, а тут такой, знаете, ну, прям такой приятный хруст. Марлетта вообще наша еще одна любовь. Для меня уже Марлетта на первом месте, а джелатель пошла на второе. Такое мы еще купили мороженое. Ну, вот Саша любит с миндалем, а я вот такое люблю белое. И вот таких Сашка взяла. А, еще вот такие, да? Да, какие-то прикольные. Но самое прикольное, что я видел, кто-то скинул фотку, Да. как в Kaufland купил спортивную сумку целую мороженого. И еще коробку какую-то там, из чего тоже целиком, почти на 600 злотых. Ну, за Жесть. полцены. Ну, у него там, ну не знаю, больше На 200 600 пачек. злотых. Мороженое! Это, во-первых, какое должен быть морозильное? Ну, это камера да. какая? Как в магазине. Это блин. целое отдельное. Ну, Ну, это, наверное, человек любит это мороженое просто ever. Да, там 2 вида мороженого одинаковые. Просто 600, на 600 злотых. Ёшкин-матрёшкин. У нас назревает распаковка для Сашки. И я тут пью гаспачо. Вообще обожаю. В Лидле периодически бывает там на какие-то недели. Типа какая испанская была испанская. неделя. И еще вот это не испанская была неделя. А, как? Греческая. Греческая другая. Ну, и может, это же может, греческая совпало. была. Но я обожаю гаспачо. Это так вкусно. И надо попробовать потом самим сделать. Когда-нибудь летом. Ну, Интересно, будет такой же вкус?
Я, кстати, первый раз влюбилась в гаспачо в Испании. Тоже там продавался в таких бутылках. Ну что, ты влюбился в гаспачо? Нет. Нет, Сашка не влюбился, я Хамон. влюбилась. Хамон-то, конечно. Давай, распаковку. Посмотрим, влюбимся ли в эту штучку. Ну, это как бы чисто Сашина хотелка. Это вообще Сашина неожиданно покупка. все получилось. Я увидел акцию и по такой цене, ну, у меня как-то мысль такая была попробовать. А я потом говорю, да покупай! Чё ты? Любопытный носик хочет понюхать. Потому что он не понимает, что это в нашем доме новое что-то появилось. А он мне уже понюхал. А, ты смотрю, там бомба. Просто Это клавиатура. механическая. Капец, какие кнопки. Вау! Как вы понимаете, как в школе раньше. Помнишь? Ну, в школах были такие. Ну, Допечатал. ну, ход, да, такой мягкий. Легко нажимать. Она должна гореть разными. Да, ну, прикольно. Ну, это такого начального уровня. Угу. Она... А да можно менять эти кнопки в ТикТоке? Можно видела? менять сами, ну, типа, вот эти набалдашники Чё? клавиш. И можно менять Вот эта свечи. штука. Да. А вот это что такое? Это все для извлечения. Можно менять еще сами свечи. Они по-разному звучат, по-разному нажимаются. А, ну да. Тут стоят зеленые. Кстати, а ты уже привык, что нет русских букв читать? Да. Я еще, кстати, не совсем. Ну так, привыкла, но иногда промахиваюсь. Давай напишу. А, блин, Саша. Правильно пишу? Неправильно, да? Нет. Вот, Саша, вот тут. А где S? Блин, где S? Как должно работать? Саш, ты Ладно. помнишь, где S-ка? Там эска. Саша? Нет? А почему А вот такое? Это же... Блин, вот А тут где-то. А вот тут. Вот тут. Да? Саша. Так? Примерно так. Капец, я ж говорю. А подожди, где цифры? Цифры тут хіба мушу. Вот. Это неудобно. Это уменьшенная версия. Ну, А это вот это стандартная что версия. такое? Это свои клавиши. Ну, это обычные, тут можно еще Не, ну мне нравится, как она донастроить. звучит. То есть теперь Саша будет нам надоедать своей работой. Пишу код. Извините, у меня мысль, я пишу код. И мы щупим. Понятно. У меня мысль, я пишу, мне надо быстро написать. Сейчас пропадет мысль. Блин, очень прикольно. Ну давай, попробуй извлечь. Не, лучше посмотреть, как правильно. Подожди, сейчас я Но знаю, они как легко правильно. снимаются. Методом проб и ошибок. А не, ладно, Лучше не буду. не... Лучше реально Без слова. подготовки не есть. Ну вот такая распаковка. Стоило в районе 80 злотых всего. 80 злотых Ну, всего. за такое. Чупи, ты очень счастлив? Чупи счастлив как никогда. А дай Чупи понажимать. Дай. Чупи. О, такая тяжеленная. много. Еще кабель. Чупи, нажимай. Давай. Носиков. Чупи, нажимай. Да не лежи, а нажимай. Чупи, ты любишь такое? Испугался. А я пока вам расскажу прикол, это очень смешно. Мы купили печенье Савоярди уже давно, в надежде, что сделаем тирамису. Ну, не посмотрели рецепт, конечно, мы подумали, что там нужно кофе, маскарпоне и печенье до Савоярди. А оказывается, нужен миксер, а у нас его нету. И мы вообще 2 года тут живем, 2 года не пользовались миксером никогда. Теперь планируем купить миксер, потому что Савоярди-то лежит, Саш. Маскарпоне-то портится. Смешно? Саш, No. так посмейся. Не хочешь смеяться. Нет. О, Что? красиво. Где? О, еще покажу. А, и вот так вот горит. Блин, красиво. Тут разные режимы. Только надо можно. когда, чтобы темно было. Есть специальное приложение, надо установить, там можно всякие настройки. Офигеть. Ну, в темноте будет круче. И вот тут я рецепт смотрела. Тирамису. Дай посмотрю.
Так классно нажимать. Вот этот. Ну, такой обычный классический рецептик. Будем его готовить. Видите, нужен миксер. Вот он даже нарисовано. Но мы же сначала все купили из продуктов, а потом уж подумали, что надо... Да, Сашка, все остальное. Ну, ничего. Будем дальше думать. И вот так клавиатура может классно подсвечиваться. Тут есть разные режимы. Так, это слишком простой. А змей? Такой тоже радужное переливание какое-то. Это просто постепенное изменение цветов. Это такое более активное изменение цветов. Вот этот прикольный такой какой-то рандомный. И змейка. Змейка самая прикольная. Да. Ну, пока что прикольно все очень выглядит. Хороший вариант для первого знакомства с механическими клавиатурами. Тут можно менять свечи, можно менять кейкэпсы. Тут все необходимое легко найти. И по желанию можно менять.